Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Сегодня мы будем разговаривать о Аргентине, о той стране, в которой мы сейчас с Егором находимся. Егор, привет! Всем привет, ребята! Меня зовут Егор, и я русский с Максом. Супер! Егор, расскажи, пожалуйста, про себя. Буквально, не знаю, несколько слов, чем ты занимаешься здесь вообще по жизни. Вообще по жизни я в 2012 году закончил Московский государственный университет по специальности журналистика. И, среди прочего, выучил испанский язык, португальский и всю жизнь мечтал оказаться здесь, в Аргентине, или где-то на берегах Рио-де-ла-Платы, там, где говорят на такой интересной, на мой взгляд, смеси немножко испанского и немножко португальского языка. Или, по крайней мере, на том испанском языке, который испытывает очень серьезное влияние португальского языка. Это ты сейчас про аргентинский? Да, про рио-платенский диалект, если быть точным. И после университета я работал в разных компаниях, где-то что-то писал, где-то что-то снимал, делал даже какие-то сайты. А в 2022 году мы с женой и моим старшим ребенком приняли решение переехать сюда, в Аргентину, потому что когда еще пожить здесь, понять, как оно здесь живется, и вот уже где-то 10 месяцев я здесь со своей семьей, мы ведем блог, который называется «Аргентина на русском языке» в Телеграме. Ага, то есть у тебя есть телеграм-канал, да? Да. Значит, ссылочка будет в описании. Я притворился, что я этого не знаю. Конечно, я это знаю. Так я нашел, собственно, Егора. Но, тем не менее, ссылка на Телеграм будет в описании к этому видео, друзья. Так что заходите. Если вас интересует жизнь в Аргентине, там, на мой взгляд, лучшая информация из всех Телеграм-каналов, которые я видел. Так что очень заходите. Приятно слышать. Да, у нас довольно любопытная комьюнити всех, кто так или иначе интересуется русским языком и русской культурой здесь. Поэтому мы всем всегда рады. Главное правило у нас – это взаимоуважение. Мы рады разным мнениям, поэтому будем рады и вам тоже. Ты сказал, что ты живешь 10 месяцев, да, в Аргентине? Да, где-то так. Может быть, чуть побольше. Угу. И ты здесь уже учил испанский или ты выучил испанский еще до приезда в Аргентину? Как я только что сказал, я занимался испанским языком в университете в Москве. Ага, то есть в университете. Да, и причина этому была моя бабушка, которая 25 лет прожила в Мексике. С конца 80-х годов ее командировали от агентства печати и новости Советского Союза в город Мехико, где она была корреспондентом. Да, в какой-то момент ее командировка там закончилась, она поняла, что она хочет там остаться. А я, когда родился в 90-м году, постоянно слышал историю о той бабушке, которая живет на другом континенте, и решил, что когда-нибудь я обязательно выучу испанский язык. А она и сейчас там живет? Нет, к сожалению, она уже умерла, но ее жизнь была насыщенной и очень любопытной. Она училась еще в Ленинградском государственном университете, тоже по специальности журналистика. В те годы, когда туда заходил такой поэт, как Иосиф Бродский, многие другие писатели. И, к огромному сожалению, сейчас она покоится на Серафимовском кладбище. Понятно. Да, можешь рассказать, что ты... Давай сначала, почему Аргентина? Почему ты выбрал Аргентину? Не секрет, что сейчас очень много русскоязычных людей приезжает в Аргентину по разным причинам, с разными целями и так далее. Почему ты приехал именно в Аргентину? Чем тебя она привлекла? Конечно. Дело в том, что когда в твоем месте, где ты привык жить, происходят довольно серьезные события, которые ты не готов принимать, то ты ищешь варианты для того, чтобы продолжить свою жизнь и дать лучшее будущее своим детям. Это факт. Поэтому правда в том, что мы, безусловно, в той или иной степени беженцы. Но, наверное, нам повезло чуть лучше, чем тем людям, которые были вынуждены покинуть свой дом. И с последними вещами у нас получилось сделать все более комфортно. И у нас даже была возможность выбора, куда ехать. Среди прочего, я действительно рассматривал Мексику, где у моей бабушки было большое количество друзей. Мы смотрели в сторону Бразилии, мы смотрели в сторону Уругвая, и наш выбор пал на Аргентину. По многим факторам, в том числе потому, что, на мой взгляд, уровень жизни, комфорт этой жизни, качество этой жизни мне показались наиболее оптимальными именно здесь. Угу. А что ты знал до приезда в Аргентину про Аргентину?
Были какие-то у тебя, вот, не знаю, было какое-то знакомство с культурой, может быть, с фильмами, с книгами, с людьми? Ты знаешь, да, безусловно, я слышал про такого человека, как Хорхе Луис Борхес, я слышал про Гарделя, я знал о том, что здесь все хорошо с футболом, и, возможно, еще некоторый набор отдельных стереотипов, которые всегда сопровождают каждую культуру и каждую страну. Но самое главное чувство, которое было во мне, это чувство и желание разобраться в этой культуре и понять ее лучше, потому что действительно в России не так-то и много знают об Аргентине. Ну да, наверное, это правда. Я вот скажу про себя лично, я очень мало знал об Аргентине до приезда сюда и вообще о Латинской Америке. То есть вот этот регион как-то всегда выходил из поля моего зрения, и поэтому на самом деле вдвойне приятнее быть здесь и попробовать понять, посмотреть, послушать, как-то с этим регионом познакомиться. Ощутить. Вот это вот еще важное слово. Да. Ощущать. Ощущать – это совсем другое, нежели читать или что-то даже слышать, потому что ощущения зачастую дают какую-то невероятную картину, о которой ты даже не мог догадываться до этого. Это правда, ощущение. Ты сказал про стереотипы, что есть стереотипы про каждую страну. А какие стереотипы, по крайней мере, ты слышал, знаешь, знал про Аргентину? Ну, безусловно, первый и главный стереотип об Аргентине, который я слышал, это то, что здесь живут довольно импульсивные, резкие люди, которые подвержены избыточной эмоциональности, что все свои решения и поступки они принимают в первую очередь сердцем, а уже потом, может быть, как-то их осмысляют головой. Но на деле оказалось, что здесь в том числе живут довольно прагматичные, интересные люди с таким классическим европейским складом характера, и во многом эти люди близки мне, и моей семье, я думаю, тоже. А что-то типа стейки, вино, футбол, вот такие вещи? Ну, безусловно, и гастрономическая культура давала о себе знать, хотя, повторюсь, такого, что вот какие-то гаучо ходят здесь по дорогам и водят за собой коров, нет. Ну, я прекрасно себе отдавал отчет, что такое Буэнос-Айрес. Это огромный город, многомиллионный мегаполис, где, ну, само собой, не место деревенской культуре. Но когда я поехал в ближайший город Ла-Плата, то действительно я удивился, что по дороге шла лошадь, и вместе с ней такой человек, который похож на ковбоя, или здесь их называют гаучо, да, и который пас коров. Угу. В Пампе, да? Прикольно. Я тоже, когда ехал из Буэнос-Айреса в Тандиль, проезжал половину Пампы, и ну, это очень интересно. Это, с одной стороны, похоже на какие-то поля или на степь, которые мы видели в России, но, с другой стороны, они не такие. То есть Пампа чем-то вот отличается. Я не могу понять, чем. Может быть, тем, что меньше каких-то сельскохозяйственных культур и больше загонов для скота, и что скот, в принципе, пасется вот так вот просто без, скажем, каких-то укрытий. То есть просто вот коровы, просто поле громадное, и вообще у коров, наверное, здесь лучшая жизнь. Да, у меня даже есть одна теория заговора, что все местное образование бесплатное и вся местная медицина на самом деле в первую очередь создана для коров. Потому что, смотри, ты обучаешь врачей бесплатно, которые потом бесплатно лечат коров. Поэтому экономика живет и растет, и все происходит так, как оно происходит. То есть, когда мы дойдем до экономического вопроса, мы будем говорить про экономику для людей, но не про экономику для коров, правильно? Да, такая коровоцентричность получается. Коровоцентричность, клево. Хорошо, а было ли у тебя что-то, были ли какие-то ожидания, которые потом встретились с реальностью, и вот это вот ожидание реальность тебя удивило, поразило и так далее?
До того, как мы оказались в Аргентине, у меня уже был опыт нахождения в Латинской Америке. Я был в Мексике, и, безусловно, я в первую очередь сравнивал все, что я увидел здесь в первые дни, с тем, что я видел когда-то в Мексике. Ну и, само собой, ожидания тоже были завязаны в первую очередь на Мексику, как на другую страну Латинской Америки. Кажется, это естественно для любого человека, да, находить параллели в том, что он уже знает. И здесь, на мой взгляд, действительно есть что-то общее, что-то похожее, как минимум это язык, это языковая культура, хотя этот язык несколько отличается, но не настолько критично. Вот. Ну и, с другой стороны, здесь все-таки, на мой взгляд, более европейская страна. Здесь нравы и менталитет людей больше похож на Европу, на какую-нибудь Испанию, Португалию, да, нежели чем в Мексике. Угу. Правильно ли я понимаю, что как раз вот это какое-то расхождение у тебя случилось, что ты ожидал увидеть более, как это правильно выразить-то, более далекую, может быть, от Европы культуру, но ты увидел европейскую культуру? Ну, скорее нет, потому что я слышал статистику, я читал некоторые материалы о том, что здесь действительно больше европейцев, чем где бы то ни было еще в Южной Америке. Но одно дело это читать об этом, а другое дело, как я уже сказал, ощутить это на себе, ощущать, да. А как ты ощущаешь Буэнос-Айрес, например? Буэнос-Айрес – это очень разный город в том смысле, что у него очень серьезное деление по районам. Так, например, есть классический центр, куда обычно заводят туристов. Это район Ла-Бока, возможно, микроцентр, Монсеррат, какой-нибудь Ретиро. Да, и это вообще, честно говоря, отдельный город, который я боюсь посещать и куда я вообще совершенно не хочу ехать в свободное время, там, по выходным и так далее. Возможно, есть параллель с Россией или там, с Москвой, или с любым другим городом, где ты живешь. То есть ты в выходной день не то чтобы стремишься поехать на Красную площадь и погулять там. Да. Или там в Петербурге ты не стремишься поехать и увидеть Зимний дворец или там сходить в Эрмитаж. Ну, он как-то существует в параллельной реальности, и ты тоже как-то существуешь. То есть ты бы предпочел менее центральные, менее туристические районы? Да, совершенно верно. И поскольку город действительно очень разделен на эти самые районы, и в каждом районе есть свое собственное настроение. И его очень сложно поймать и схватить, если ты, находишься здесь туристом, потому что, конечно, турист, тем более на окраине света, как вот в случае с Аргентиной, куда очень долго лететь, очень сложно поймать это вот такое вот английское слово vibe, да, того или иного района, находясь в нем там пару дней. На твой субъективный сначала взгляд, какова ситуация с безопасностью здесь? Потому что, есть огромное количество разных мнений, люди говорят, кто-то говорит, что я себя здесь чувствую вообще безопасно и не понимаю, о чем вы вообще говорите, кто-то говорит, а я наоборот себя здесь чувствую в опасности. То есть как субъективно ты ощущаешь себя в Буэнос-Айресе в плане безопасности? До последнего времени я себя ощущал очень комфортно, и действительно я в определенной степени расслабился, перестал обращать внимание на явные какие-то сигналы, может быть, даже прохожих, которые говорили мне: убери телефон, не нужно идти и на всю улицу им размахивать и говорить по видеосвязи. И кончилось все это, конечно, не очень хорошо. У меня украли телефон, при этом в довольно благополучном районе. Просто проехал мотоциклист, выхватил его из рук и уехал в закат. И это не здорово, это очень грустно. Однако я знаю, что подобные случаи могут с тобой произойти и во Франции, и в Италии, и в Испании, и много где еще. А в Москве? В Москве, наверное, вот именно в таком стиле мотоограбления, моточурро, как они называют это здесь, вряд ли, потому что такой культуры там просто нету. В Москве другого уровня проблемы с безопасностью, да, и, на мой взгляд, они более фатальны. Поэтому, если выбирать и сравнивать, то, наверное, я бы предпочел Буэнос-Айрес. Не могу не спросить тебя про более фатальное. Слушай, как минимум, то есть это разная плоскость, ты ощущаешь себя и, давление и тревожность со стороны повестки, со стороны средств массовой информации, со стороны, властей тех же самых, ты ощущаешь какое-то свое бесправие на общем фоне, и здесь после всего этого ты полностью находишься в атмосфере свободы мнений, выражения свободы мнений. Ты можешь говорить и не бояться то, что на тебя завтра напишут донос. То есть ты
в Москве ощущаешь опасность больше сверху, а здесь ты ее ощущаешь как бы с боков, скажем Да, я так. думаю, да. Я думаю, да. То есть, и мне кажется, что это вот та самая цена свободы. То есть, и это цена, за которую я, в принципе, готов платить, что действительно, да, здесь есть воришки, они могут подбежать, украсть у тебя что-то, да, и, ну, не будь дурачком, соблюдая основные требования безопасности, в конце концов, это небезопасно ходить по улице просто и втыкать в телефон, да, ты можешь врезаться в столб, или тебя может сбить машина, или что-то еще, и тем самым сама природа тебе говорит: дружище, ну, как бы давай ты дойдешь хотя бы куда-то там в кафе, сядешь, и там уже посмотришь то, что ты хотел. Вот. А в Москве, да, немножко другого порядка, это такая более глобальная, концептуальная вещь, согласие, несогласие, принятие, непринятие, вот, определенных норм и стандартов. То есть для кого-то, для кого не так важно, может быть, там, высказывать свое мнение и просто о чем-либо говорить. Кто-то может принять эти ограничения и жить совершенно спокойно. И там, не знаю, ну, то есть в России, не в Москве, да, там действительно есть случаи, когда какой-нибудь пьяный дядька где-нибудь в глубокой деревне Тверской области может кинуться на тебя с топором. Ну, то есть я знаю такие случаи среди своих знакомых и близких. Вот, не надо здесь никаких идеализаций, такое бывает. И мне кажется, что там тоже бывают довольно грубые и жесткие люди. Вот, однако... Ну, разницы по именно безопасности, вот если говорить, сравнивая с Россией, то, мне кажется, здесь несколько лучше. То есть в общем и целом, как средняя температура по больнице, что в Аргентине тебе кажется, ну, ты чувствуешь себя в Да. большей безопасности? Конкретно в Аргентине, да. Более того, я бы еще сказал пару слов про Мексику, потому что, ну, например, в Мексике, мне кажется, менее безопасно, чем здесь, да, и там, например, когда мы там находились в Европе, в поездках, то я тоже на самом деле в отдельных местах, например, там, я помню, мы довольно поздно вечером прибыли в Брюссель и вышли с какого-то железнодорожного вокзала, и мне просто было страшно там находиться, потому что вокруг меня были какие-то люди, которые жили на этом самом вокзале, какие-то люди ко мне начали приставать, что-то от меня просить, дергать меня. Мне было некомфортно, да, со мной была моя мама, и мне хотелось как можно быстрее поймать такси, убежать оттуда или хотя бы найти какого-то полицейского, за которого можно было, ну, как-то там встать за спину и просто быть с ним рядом, да. То есть здесь я такого не вижу. И то же самое, ну, то есть я вполне допускаю, что там в странах Северной Европы, ну, несколько благополучнее может быть, чем здесь. Вот, опять же, ну, надо понимать, что Буэнос-Айрес – это все-таки довольно большой город, где большое количество туристов, которые привозят сюда свои телефоны, богатства, драгоценности, и, ну, понятно, возникает также страна не самая богатая, поэтому возникают желающие, которые считают своим долгом более простую дорогу воровать у людей, там, срывать какие-то украшения, может быть, воровать телефоны, вот, и в связи с этим выбирают такую дорогу и становятся преступниками. Вот, они есть. То есть тут нужно смотреть уже какие-то, может быть, математические выкладки, но, опять же, здесь нету каких-то насильственных преступлений. Да, безусловно, там пресса периодически публикует материалы там, о несчастных случаях, когда какой-нибудь человек, какого-то другого человека там, мог застрелить, пырнуть ножом или что-то в таком духе. Но объективно, на мой взгляд, ну, не дай бог, конечно, столкнуться, но я вот не видел, чтобы среди моих знакомых или, там, не знаю, в моей среде кто-то с таким вот сталкивался здесь. Окей. Тогда скажи, что тебе нравится в Аргентине? Что тебя вот прям привлекает? Ты приехал сюда, ты что-то увидел, попробовал местные стейки, вино, не знаю, может быть, альфа-хорос, может быть, еще что-либо угодно. Что тебе нравится? Вот если можно прям так по пунктам. Ты знаешь, мне в целом нравится жить. То есть это вот абсолютно комплексный процесс, в который, ну, то есть из которого ты можешь совершенно спокойно убрать альфа-хор, можешь убрать стейк, можешь убрать вино, но Аргентина, на мой взгляд, устроена так, что если даже ты что-то из этого уберешь, найдется что-то другое, чем ты тоже будешь наслаждаться и что тебе будет приносить удовольствие. Здесь в целом очень комфортно. То есть вот это вот такой всеобъемлющий комфорт со всех сторон, безусловно, не без минусов, да, но вот этот комфорт, качество жизни, некого отношения к этой самой жизни, да, среди окружающих тебя людей, и отношение, заключенное в том, что
жизнь есть самое главное, что у тебя есть. И кажется, что люди вокруг это понимают и уважают это, уважают твой выбор, уважают, там, не знаю, то, как ты выглядишь, уважают то, как ты себя ведешь и все твои ценности, да. Здесь совершенно потрясающая природа и совершенно потрясающий простор для познания этой природы. То есть то, про что мы зачастую забываем, это поездка куда-то за город, в лес, или возможность увидеть горы или океан, природу, которая там обитает, пингвинов, какие-то ламы, китов, ну, то есть что-то совершенно потрясающее, не говоря уже про такое чудо, как Игуасу со всеми этими потоками и просто даже вот самой атмосферой. Ну, вот это все настолько перевешивает и говорит тебе то, что ты человек в природе, ты вот находишься здесь, ну, очень интересное ощущение, да, вот ключевое слово сегодняшнего, мне кажется, нашего с тобой разговора — это слово «ощущение». Вот это вот ощущение очень сложно передать, но оно здесь есть. И очень важно, как ты сам к этому относишься, потому что если ты привык к такому потребительскому стилю, к консюмеризму, то нужно понимать, что нет, здесь это так не работает, что деньги здесь абсолютно не представляют никакой ценности примерно нигде. И более того, вот, мне кажется, вся политическая составляющая Аргентины, она зиждется на том, что деньги — это вообще ничто. И когда мы там с женой обсуждаем наши возможные там дальнейшие какие-то движения по жизни, в том числе мы понимаем, что здесь нам куда комфортнее. И, кстати, очень интересная статистика по получению гражданства Аргентины. Я не знаю, в курсе ты или нет? Нет, что наверное. на первом месте по получению гражданства Аргентины, как бы ты думал, кто? Граждане Соединенных Штатов Америки. Ага. Первое место. Год получают граждане США гражданство Аргентины. Ну, наверное, потому что рискну предположить, что эта страна, Аргентина, она с Соединенными Штатами иногда, мне кажется, как будто некая противоположность. Не во всем, наверное, северное и южное полушарие, да, но имеется в виду к подходу к жизни, наверное, потому что, как мне кажется, в Соединенных Штатах все вертится вокруг, наверное, все-таки зарабатывания денег или, не знаю, может быть, какой-то реализации, проекты, бизнес и так далее. То есть не будем говорить, что это просто деньги, деньги, деньги ради денег. Нет, это деятельность, да, деятельность, деньги и так далее. То Аргентина, кажется мне, как будто она больше про вот как раз ощущение, про наслаждение, про то, что ты... Зачем тебе работать 26 часов в сутки? Ну зачем? Если ты можешь работать только 6, и обед у тебя 2 часа. Возможно. Вот. Но, опять же, видишь, мы неизбежно скатываемся к каким-то цифровым оценкам всего происходящего. То есть вот даже ты сейчас говоришь 6 часов, 2 часа обеда. Как бы кто-то когда-то действительно придумал, что вот рабочий день должен быть таким. Кто-то когда-то придумал, что там должен быть какой-то перерыв, назвал все это дело какими-то цифрами, и вот теперь мы об этом говорим. Но факт в том, что, опять же, это мое мнение, в Штатах кажется, что, все человеческие отношения — это такие производственные процессы, да, завод, у которых есть четко, вот есть время, есть деньги. Время, то есть за определенную сумму денег ты оцениваешь время, и дальше ты там бежишь, кто эффективнее это время как использует. Здесь зачастую, я, по крайней мере, вижу то, что от этой парадигмы мы уходим. То есть здесь время, оно течет совершенно по-другому, оно не имеет такой ценности, какой оно имеет в Штатах, и отсюда, возможно, вытекает стиль жизни здесь. То есть не стоит ожидать от Аргентины то, что здесь получится, не знаю, основать какую-то компанию международного характера и, соответственно, этой компании там захватить весь мир и там замкнуть на себе кучу финансовых потоков, заработать миллионы денег, там как-то состояться. Нет. Это абсолютно, во многом социальная страна, социалистическая даже, если хочешь, где действительно власть бедных, в кавычках, да, она противопоставляется власти богатых. А не кажется ли тебе, что вот эти особенности Аргентины, о которых мы сейчас говорим, что они во многом и обеспечивают те экономические проблемы, которые сейчас есть?
То есть, что, может быть, грубо говоря, вот есть там, да, можно идти, ну, скажем, вправо-влево, вправо-влево это уже плохо, в общем, в одну сторону и в другую сторону, да, условно США идут вот совсем далеко туда, Аргентина далеко сюда. Не кажется ли тебе, что слишком она, может быть, зашла далеко в эту сторону, и это уже продуцирует какой-то дисбаланс, и огромное количество людей живут, ну, по сути, в бедности? Ты знаешь, у меня есть на этот счет теория очень любопытная, потому что действительно мы сталкиваемся с таким вот явлением, что, ну, как бы то ни было, в любой человеческой популяции нужно людей чем-то мотивировать. И очень сложно человека замотивировать тем, что он никогда в жизни не заработает больше, чего бы он ни делал. Да? То есть в любом случае должен быть какой-то путь, который бы показывал ему о том, что вот смотри, все равно проявляй таланты, все равно развивайся, все равно делай то, что ты к чему ты расположен, и у тебя есть возможность реализоваться. То есть какой-то такой или социальный лифт, или, может быть, ну, просто вот такая классическая предпринимательская жилка, да. И здесь есть богатые люди, здесь есть те, кто покидает Аргентину и едет за лучшей жизнью в другие места, кто строит там свой бизнес и кто частично возвращается. Вот недавно был один из таких замечательных примеров, случаев. Это американо-аргентинский математик, который получил самую выдающуюся премию по математике в мире, да, впервые. Это первый испаноязычный математик, который получил эту премию. Я, к сожалению, не помню, как его зовут, и никогда в жизни я не смогу объяснить, за что он эту премию получил. То есть там настолько все сложно и настолько все трудно даже для просто вот произнесения, что это, ну, очень сложно рассказать вслух. Но человек полностью там всю свою жизнь посвящен математике, увлечен математикой, да, и да, он живет там в Техасе, он частично живет здесь, при этом он здесь закончил университет, он здесь защитил докторскую степень, и только потом он перелетел. И таких примеров очень много, даже там, если мы не берем в расчет такой классический латиноамериканский социальный лифт, как футбол, потому что кажется, что для очень многих мальчиков из фавел, из ВИЧ, это объективная возможность просто вырваться из бедноты и попасть вот, ну, конечно, не за секунду, но очень быстро в такой первый привилегированный класс, и то есть повысить и вытянуть за собой всех остальных. То есть если там, почему все тут так боготворят Месси или там Марадону, потому что и тот, и другой, они, в общем-то, выходцы из самых низов, и у них получилось, и поэтому, ну, на них здесь все равняются и ставят их в пример. Но если говорить про некую такую политическую модель управления, да, то вот за то время, пока я нахожусь здесь, действительно есть много публикаций там и про пиранизм, и про левые движения, и про правые движения, и про фашизм, попытки как-то подходов к этому снаряду, к осмыслению вообще этих процессов. Но мне кажется, самый вот простое, что мне лично удалось сформулировать, что здесь они на протяжении многих лет, значит, стараются держать баланс 60/40. То есть 60 бедных людей и 40% богатых людей. То есть вот 60% тех, кого кормят, за 40% тех, кто кормит. И иногда этот баланс, он действительно нарушается. То есть вот как сейчас мы видим, что действительно количество богатых людей, оно уменьшается. И как следствие здесь есть и судебная система, здесь есть выборы, здесь есть смена власти. И вот эти вот все штуки, они позволяют вернуть этот баланс в привычную вот эту вот 60/40 формулу. Значит, и вот сейчас будут выборы, очень будет интересно посмотреть, что они сделают, потому что как будто бы вот десятки лет до этого мы наблюдали, что там происходит, не знаю, там какие-нибудь страшные события военной хунты, приходит Альфонсин, гиперинфляция, а потом приходит Минем, и происходит десятилетие богатой Аргентины, когда прям здесь строятся невероятной красоты здания, там, не знаю, какие-то дороги, инвестиции, много чего еще. Потом наступает 99-й год, 2001 кризис, там, не знаю, жгут покрышки, люди опять недовольны, бастуют, там, считают что-то несправедливым. И идет опять деградация. Потом приходит Киршнер, Нестор Киршнер. Опять же происходит какая-то вспышка богатых времен, сюда заводятся дорогие машины, здесь строятся заводы, экономика развивается. Ну и вот так вот все и происходит. Почему оно так все происходит такими волнами? То взлет, то падение, то взлет, то падение, вот довольно часто. Ну, ты знаешь, мне кажется, это в целом вся экономика, она так, в принципе, устроена в мире. То есть, если ты спросишь какого-то большого экономиста, то он тебе тоже ответит, что у любой экономики есть циклы. Ну да, ну просто вот, например, инфляция 100, вот как сейчас 100%, 407, да. То есть вот, ну, кажется, что это какой-то вот прям
прям очень серьезный кризис. Ну, ты же понимаешь то, что, как многие экономисты говорят, никто до сих пор не может определить, а что такое вообще есть инфляция, ее природа и как бы в чем она выражена. Конечно, это все выражено и в других аспектах, где денежная масса и денежные ресурсы нужны, но Аргентина в большинстве своем, у нее есть своя собственная промышленность и своя собственная агрокультура, которая позволяет им как минимум не быть голодными. То есть здесь можно жить, в принципе, ну, не скажу, что богато, но, по крайней мере, то есть с голода ты здесь никогда не пропадешь в силу того, что здесь перепроизводство именно всяческой пищевой продукции, которая идет на экспорт. Ну и в случае, если там эта инфляция, ну или даже просто отменить национальную валюту, ну просто представим, что денег завтра не будет. Ну вот просто такую совершенно сумасшедшую ситуацию. Но как будет ли им что-то есть? Да, будет. Значит, есть ли у них какая-то медицина? Да, есть. Еще даже на тех мощностях, которые они успели сюда завести, она довольно хорошая. Образование, как я уже сказал, отсюда выходят одни из самых выдающихся математиков, да. То есть удивительным образом, абсолютно не подчиняясь никаким законам, оно все как-то складывается в одну картину. Вот это же какая-то фраза, по-моему, кто-то ее говорил, да много кто говорил, особенно из классиков, про Россию, что да, умом Россию не понять, аршином вообще не измерить, в ней особенно стать, в Россию можно только верить. Да, то есть вот такой же принцип, что бы ни происходило, какие-то конфликты, какие-то кризисы, перипетии, а все равно каким-то образом всем каким-то законам экономики и так далее назло она как-то продолжает существовать. Что-то похожее с Аргентиной происходит, тебе кажется? То есть в смысле, что очень сложно, наверное, математически, как ты говоришь, аналитически как-то вот все это описать, все это объяснить. Ну, ты знаешь, все-таки в нас, как людях Европы, живет вот эта вот школа прагматизма. Отчасти мы под влиянием немецких школ, где все должно быть действительно строгим по полочкам, и все должно быть объяснено, каталогизировано. Это мы серьезно видим и наблюдаем в Штатах, да, там в каких-то других обществах. Но правда ведь в том, что это лишь то, как нам, как человеку, как индивиду удобно описывать реальность. Ну вот мы договорились, что мы придумаем десятиричную систему исчисления. Нам так удобно. Для этого мы все о ней договорились и ее применяем. Но от того, что мы о чем-то договорились, это совершенно не значит, что это правда. Что реальность так да, работает. И что реальность так работает. Поэтому, возможно, вполне допускаю, что природа как раз-таки вот здесь, на этих математических моделях нам говорит, что, чуваки, вы кое-что забыли. Есть еще кое-какие штуки, которые вам, может быть, надо учитывать, а может быть, нет, а может быть, есть какая-то погрешность, а может быть, есть какая-то вероятность, а может быть, у этой вероятности есть какой-то другой исход, а может быть, какой-то вот отход от общей кривой. То есть мы не можем все рассчитать, мы можем определить определенные рамки, там, да, некоторые вот какие-то направления, может быть, тренды, но мы не можем сказать все наперед, как оно должно быть и почему оно так работает. И здесь действительно и в России, и там, не знаю, вот Дали говорил про Мексику, что еще no puedo vivir en país que más surrealista que mi pinturas, да, я не могу жить в стране, которая более сюрреалистична, чем мои работы. И ну, Аргентина — это тоже про это. И, в принципе, Латинская Америка — это про это, потому что здесь все довольно сюрреалистично. Интересно, интересный ход мыслей. И еще заканчивая тему с экономикой. Лично ты чувствуешь какие-либо, не знаю, неудобства, проблемы лично на тебя как-то влияет ли на тебя как-то экономическая ситуация, которая сейчас в Аргентине? Просто это вопрос от слушателей, а не от тех, кто смотрит нас, от смотрящих. Они говорили: Макс, ну вот в Аргентине сейчас такая ситуация, у нас по телевизионным каналам или по радио говорят, что это влияет сильно на жизнь людей и вот на твою жизнь и, может быть, на жизнь аргентинцев. Как это влияет? Это влияет очень сильно, потому что это требует как раз-таки трансформации и менталитета, и мышления. И очень важно понимать, ну вот у меня немножко циничная в этом смысле логика, что, значит, не знаю, там для
для стрижки газона ты используешь газонокосилку, да, для, там, не знаю, какого-нибудь заварки кофе — кофейник. То есть если человек изначально придумал хорошую финансовую систему где-нибудь в Швейцарии или в Германии, или в Штатах, или, там, не знаю, дал нам хорошие налоговые ставки в определенных юрисдикциях, то как бы самое грамотное этим пользоваться, а не игнорировать, да, потому что это нормально. И странно пытаться экстраполировать на какую-то отдельно взятую страну в мире или там пытаться представить, что вот где-то на свете есть такой рай, где все прям сошлось, да, то есть бывают просто условия, которые ты готов принимать и которые ты не готов принимать. Вот по уровню жизни, по комфорту жизни, по вообще сути нахождения здесь — это великолепная страна. Другой вопрос, что если у тебя стоит задача построить бизнес, как я уже сказал, если ты хочешь наладить какую-то финансовую работу, свои структуры, там, не знаю, синдикализировать свой траст, свои средства, да, то есть, ну, конечно, то есть не нужно стараться и стремиться думать, что здесь есть ответы на все твои вопросы. Нет. Такого нигде нету. И это нормально. Поэтому что-то у тебя будет в одной стране, что-то в другой, что-то ты будешь делать вот там вот, да, пиво ты будешь пить немецкое, там, и это нормально, хамон ты будешь есть испанский. То есть, ну, потому что это нормально, мы живем в очень многообразном мире, где есть лучшее во многих культурах, и когда ты все это сочетаешь, ты как раз-таки оказываешься в такой мультикультуралистической среде, вроде Аргентины, которую основали иммигранты, и где вот эти вот культуры с разных сторон совмещаются, потому что, еще раз, даже здесь, вот если ты хочешь там какой-то немецкой строгости, ну, тут есть город, там, по-моему, Генераль-Бельграну, куда можно отъехать, и там проходят октоберфесты. Это чисто этническая немецкая деревушка, где, ну, вот прям они довольно обособленно живут и соблюдают свою культуру, сохраняют ее и развивают ее. Есть такие же колонии там и каких-нибудь шотландцев, уэльсцев, там, не знаю, то есть, ну, много кого еще. Поэтому здесь просто нужно для себя, в первую очередь, определить, что ты хочешь, и понять, что этому будет лучше всего соответствовать. Но если мы говорим о комфорте жизни и о стоимости этой жизни, то, наверное, по соотношению цена-качество такого, как в Аргентине, найти очень сложно. Хорошо, спасибо. Последний тогда, наверное, вопрос к тебе. Многие сейчас наши соотечественники и русскоязычные люди вообще выбирают Аргентину для жизни. Как ты думаешь, почему? Что людей сюда влечет и почему, ну, люди сейчас выбирают именно Аргентину среди множества других стран? Наверное, подытоживая все то, что ты говорил, но тем не менее. Ну, ты знаешь, вот я, наверное, ни разу не пожалел, что мы сюда приехали. Там, безусловно, были трудные моменты, и они будут у всех, кто исходит из одной точки, где они привыкли жить, особенно если у них никогда до этого не было никаких переездов, и они всю жизнь жили в одном доме. Для них это будет ужасным потрясением, вот 100%. Но факт в том, что на самом деле то, что я вижу здесь, это очень комфортно, довольно бюджетно, относительно безопасно, ну и в целом перспективно, да, потому что как бы есть еще очень важная вещь, о которой мы не поговорили, это вещь о возможности легализации здесь, да, возможности получения здесь прав, и поскольку страна, которая открыта для иммигрантов, в своем законе, опять же, рассказывают о том, какие у мигрантов есть права. И представить, что у мигранта есть права где-нибудь там в Старом Свете, ну, то есть вот банально, что у детей этого мигранта есть право на бесплатное образование, право, да, то есть он может пойти отвезти в государственную школу, записать, или там на бесплатную медицину, ну, на мой взгляд, это довольно что-то на фантастическом языке. Ну, насколько я знаю, вот... По-моему, в Португалии как раз тоже есть бесплатное образование и школа для людей. Пример Старого Света. Но смотри, опять же, здесь это настолько, ну, скажем так, считается настолько обязательным, что, ну, вот сложно себе представить ребенка, который здесь не учится. Да, то есть он, даже вот мы, когда ходим по улице, мы видим, там, не знаю, лежит какой-нибудь бомжик, у него рядом ребенок его, сидит в тетрадке, что-то рисует, что-то пишет. То есть и видно, что этот ребенок там, да, он живет на улице, но завтра он пойдет в государственную школу. И вот это вот, да, там, может быть, есть вопросы качества образования, да, там есть проблемы. Нет ни одной страны, где нет проблем. Но факт в том, что есть тенденция, есть стремление. Вот, поэтому как бы мы лично ни разу не пожалели о том, куда мы попали и почему мы оказались здесь. Нам в целом здесь довольно комфортно, и те ожидания, которые у нас были, и в целом вот, ну, общий вектор
того, что в Европе сейчас там происходит, это вот вся заваруха, боевые действия, какие-то, не знаю, землетрясения в Турции, что-то еще, ну, опять же, я воспринимаю это как некий знак свыше, что, чуваки, ну, значит, очередной временной период, когда нужно свалить из Европы куда-то в другое место. И вот мы оказались здесь, в Аргентине, в новом свете, смотрим, изучаем, уникальная совершенно возможность приблизиться к этой культуре, понять ее лучше, да, и, может быть, дать что-то ей, ну и, безусловно, получить очень много от нее. Что бы ты мог посоветовать людям, которые задумываются о том, чтобы приехать сюда, ну, скажем, жить? Ну, во-первых, нужно для себя как-то разъяснить и проговорить, что переезд – это всегда непросто, это не поход в супермаркет, да, это не решение в один клик, это довольно сложный процесс, который будет трансформировать вашу личность, то есть вас самих, и вы поменяетесь. Скажем так, обратно таким же, как вы были, вы не вернетесь. Это факт. Значит, в остальном… Что еще можно сказать? Что позвольте вообще Аргентине или там тому месту, которое вы выберете, дайте ему шанс и позвольте ему вас удивлять, позвольте ему показать то, как оно живет, то, как вот оно дает вам вот эту вот модель жизни, да, не навязывайте здесь свою какую-то модель для жизни, то есть не стремиться вести с собой вот какую-то свою такую вот тяжелую поступь, как надо жить, а именно попытаться сначала все-таки какое-то время, да, там, увидеть и перенять те традиции, которые уже есть на месте, в том числе в Аргентине, конечно. Ну и, безусловно, не стоит замыкаться на одном городе, там, не стоит замыкаться на одном районе, стоит, по крайней мере, первое время постараться как можно больше поездить, посмотреть по стране, посмотреть другие города, другие какие-то, может быть, места, районы, и найти то, что, ну, где вам откликается больше всего. Я думаю, так. Ну, мне тут даже нечего добавить. В принципе, я согласен насчет похода в супермаркет, но насчет того, что, наверное, действительно очень важно попробовать понять, ощутить место, проехаться по разным городам, по разным местам, посмотреть на то, что вообще есть, почувствовать, где тебе комфортно. Как сказать, вот почувствовать вот это свое место. То есть в том числе, когда ты сделал выбор какой-то головой, то в том числе и дать своему сердцу тоже почувствовать, тоже сделать свой выбор. Да, наверное, так. Да, это очень важно, потому что, ну, как говорят в России, у нас живем один раз, да, второй жизни у нас никогда не будет, поэтому это единственная возможность оказаться там, куда ведет вас судьба и куда придет вас дорога. Ну и, соответственно, хорошо, если вы туда приехали по своей воле, и не было таких критических обстоятельств, которые заставили вас там оказаться. И как следствие, ну, значит, попробуйте дать этому месту шанс. Да. Что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. Егор, спасибо тебе большое за всю информацию, за разговор. Очень много интересных мыслей. Интересно, как ты мыслишь, как ты относишься к тому, что происходит, как ты смотришь на ситуацию. Вот, если у вас, друзья, есть что-то дополнить или есть что спросить, то внизу есть специальный раздел для комментариев. Также можете поставить лайк. Ну и, конечно же, до встречи в следующем видео. Обязательно подписывайтесь на канал Максима и рассказывайте о нем своим друзьям. И заходите на канал Егора. Хорошего вам дня и времени. До свидания. Пока.